друзья. И мы в Буэнос-Айресе. У нас выходные. Выходные мы ведем себя как туристы в будни. Мы заняты своими делами. Мы здесь примерно на месяц. Поэтому сегодня суббота. Это я вас так вкратце ввела в курс дела. Почему мы сегодня ходим по всем туристическим местам? Потому что сегодня суббота. Что вам нужно знать об Аргентине? У нас очень холодно. На мне 3 разных свитера. Когда в России лето, июль, август месяц, здесь зима. Самая настоящая, здесь очень холодно. Плюс 7, ночью практически 0. Поэтому, несмотря на то, что солнечно, может показаться, что лето. Сейчас какое там 10 августа или 12, я не помню, но очень холодно. И вот мы приехали в один из самых таких достопримечательных районов. Это район Ла-Бока. Он известен своими разноцветными домами и футбольной ареной. Здесь стадион, и здесь очень много продают мерча стадионного. Там, в общем, цвета Аргентины, команды футбольные и, в общем, всего такого прикольного. Пойдемте прогуляемся. Итак, мы нашли основную достопримечательность этого района. Это вот такие игрушечные дома, разрисованные. Выглядит очень необычно. ¿Vas a animar una fotito con nosotros? ¿Una foto tanguera? Так необычно. Просто посмотрите, сравните наши серые дома российские и вот это яркое, прияркое, просто насколько это возможно, здание. Мы зашли в один из этих домов, который из предыдущего видео. Он на самом деле просто как магазин сувениров. Вот. И такая классная лестница. Внутри это просто вот такой магазин. Но он тоже красочный, тоже прикольный. La sombra, ma la busca y ma la nombra, la busca. Вот такая красочная улица здесь, прикольные зонты. И, как обычно, много людей. Галерея Solar de French называется эта улочка с зонтиками, так что, если что, я все это оставлю, если вы вдруг приедете в Аргентину. Вот, там очень много магазинчиков, чем-то напоминает Италию или Испанию. Просто такие красивые улочки. Вот. А сейчас мы идем в одно очень прикольное место. Мы там уже были несколько дней назад, где-то неделю назад. Здесь очень много машин. Вообще здесь водители не уступают дорогу пешеходам, как, например, в Нью-Йорке. Они практически готовы вас задавить. Поэтому надо быть очень аккуратным на улице. Вот. Мы зашли на такой интересный маркет. Винтажный. Мы здесь уже были 2 недели назад, и мы сейчас идем в одно очень прикольное кафе. На самом деле здесь тоже очень много кафе и фастфуда, бар, все что угодно. Но мне не нравится, что здесь много людей, поэтому я решила просто
похоже на белорусское депо, только здесь гораздо больше людей и гораздо шумнее. Боже мой. I mean, looks good. Мы вышли на мою любимую улочку. Мое любимое кафе находится вон там на углу. Здесь все очень классно. Это мой самый любимый район. Здесь просто настолько все исторически красивое. Здания красивые. Просто посмотрите на эти здания. Полиция. Мое любимое кафе. Потрясающе красивые улицы. Мы сейчас идем по направлению к Плазе де Майо. Это самая известная плаза, очень напоминает мне Нью-Йорк. Family Pick. Мы пришли на Плаза де Майо, и она мне очень напоминает Нью-Йорк, особенно улицы вот эти. Это такой как бы микс по вайбу между Нью-Йорком, Манхэттеном и Францией, по крайней мере, так говорят люди. Я не была во Франции, но я туда еду. Следующее мое место достижения будет Париж. Правда, до этого я еще заеду в Москву, и до этого я заеду еще в Барселону, поэтому, возможно, у меня оттуда будут влоги, следите за обновлениями. Не знаю, когда я все это буду монтировать, потому что монтаж занимает у меня очень долго. Вот. Но это мой любимый район. И он, наверное, самый исторический, самый туристический, но самый красивый. Да, вот это, кстати, церковь, мы в нее заходили, вот там очень красиво внутри, бесплатно. Выглядит как музей. Это сама площадь, на которой находится монумент. Вон там в конце такой красивый монумент. И мы в очереди. Вот в такой вот. Бля, неохота ее стоять, конечно. Оля. Самое популярное блюдо в Аргентине называется миланеса. Я вас не обманывала, здесь действительно холодно, поэтому дают пледики. Мы пришли на завтрак в этот ресторан. Обычно сюда всегда очередь, а чаще всего на ужин. Но поскольку мы вышли из дома и не увидели очередь, то решили остановиться здесь. Джейкоб давно хотел попробовать традиционное аргентинское блюдо. Мясное, здесь все мясное. Называется миланеса. Все обожают собак в Аргентине. Очень много собак везде. Это очень круто. Один из самых красивых районов называется Реколетто. Один из самых старинных районов и самых богатых районов. Мы только что зашли в Starbucks. Мой первый Starbucks за всю поездку. И очень миленько мне написали «Хорошего дня». Вот. И рядом со Старбаксом было метро, очень, кстати, прикольное, такое просторное, красивое, чем-то напомнило мне даунтаун Манхэттена, метро. Вот. Очень чистенькое, очень классное. Вот. И мы там даже сделали несколько фотографий, мне очень понравилось. Вот. И сейчас мы подошли к вот этому безумно красивому зданию. Очень похожее здание, тоже мне напоминает суд. Здание суда в финансовом дистрикте Манхэттена.
Я вам вещаю, друзья, рядом с билдинг созданием Министерства обороны, между прочим. И, как оказалось, вход в это министерство был закрыт, там прям такие огромные ворота, как будто бы... Очень, кстати, красиво, как в Москве, мне напомнило. И стоит охрана. Мы думали, что сюда вообще нельзя войти, а я нашла это место через ТикТок, вы не поверите. И он сказал, да, заходите, нет проблем. Мы сначала думали, может, мы друг друга не поняли, но мы заходим, и здесь просто такая божественная красота. Здесь ресторан, рядом фонтан, кругом безумной красоты архитектура. Просто мы сидим с видом на вход в как раз здание Министерства обороны. Это очень круто. Туда нельзя зайти, там вот ограждено. Вот, зато можно походить вокруг, и туда есть платные туры с гидом, без гида не пускают. Наш прекрасный вечер мы решили завершить на набережной. До этого мы приезжали сюда, и было довольно холодно, потому что у воды всегда холоднее. Но сегодня более-менее погода немножко разыгралась, вот, и сейчас на закате мы как раз пришли в ресторанчик. Он прямо вот у воды находится с видом на мост, кстати говоря, передо мной. Этот шикарный мост, известный в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Вот, и сегодня вообще выборы, и очень много где в ресторанах не подают алкоголь до 6 вечера, представляете? Вот, но мы сейчас проходили по набережной, и много кто, кстати, пил алкоголь. И мне кажется, это связано с тем, что вот эта эрия, я напишу потом, как называется этот район, он более богатый район. Ну, правда, мы даже вчера ехали в такси, нам таксист сказал, что раньше самый богатый район был Реколетто, а теперь вот именно этот район. И, видимо, как-то это, вот знаете, деньги решают. Ну, то бишь для таких людей, кто здесь живет, как бы закон не писан. Может быть, нет, но факт остается фактом. Мы были много где, и мы видели то, что люди пьют воду. Хотя в Аргентине, я просто объясню, почему я об этом говорю, в Аргентине люди постоянно пьют вино. Это прям культура такая, знаете, как там, например, в Италии. Постоянно, чуть ли не с утра до вечера люди пьют вино. Вот, и да, здесь мы никого не видели. Каждый день мы видим людей, пьющих алкоголь в кафе, а сейчас нет, только воду сегодня, потому что выборы. Видимо, знаете, они хотят, чтобы люди на трезвую голову делали свой выбор президента или кого-то они сегодня выбирают, ну вы поняли. Я пришла в кафе рядом с домом, очень удобно, что все буквально за углом находится. Здесь практически никогда нет людей, это австралийское кафе. Здесь тихо и уютно, я сказала себе глубоко. Я вышла с своего фейшала, у меня подсвечивает лицо, мне нанесли бальзам на губы. Что самое интересное, это то, что этот бренд, который на мне использовали, Biologic Recherie, или что-то в этом роде, он в Америке стоит очень больших денег, это Франция. И такой вот фейшал, такой уход стоит $250, это минимум. Плюс 20% вы обязаны оставить на чай, а здесь это стоило $40. Тот же самый бренд, представляете? Я бы поняла, если бы там какой-то местный дешевый бренд был. Нет, тот же самый. Chinatown.
опытным путем я выяснила, что самое лучшее время для посещения спортзала это 12 дня. Здесь почти никого нет. А вчера я была здесь в 6, по-моему, вечера. Было столько людей. Вот. Но что мне очень нравится в этом зале, то что находится через дом просто от меня. Я вышла из дома, 2 минуты, и я в спортзале. Плюс здесь много классов, йога и куча разных таких классов. Это супер круто. Есть даже интервальные тренировки, пилатес, бокс, что-то еще. В общем, класс. Стоит это всего 11 тысяч в месяц. Песо. В долларах это $20. Я пришла в свое любимое кафе, и я здесь практически каждый вечер, потому что они готовят просто бомбические блюда. Бомбические блюда, и у них, смотрите, здесь как библиотека, а за соседним окном, вот за соседней дверью, там у них целый бар.